Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я отвечаю на вопросы моих подписчиков. И первым я рассмотрю вопрос о ручном ребенке. Ребенку уже год, ходит вовсю, а с рук не слазит. Спим только с мамой в обнимку, и что делать не знаю уже, болят руки от сыночка. То есть, когда мама уставшая, не может брать на руки, или даже когда нужно в туалет элементарно сходить, помыть посуду или прибраться в доме, ребенок постоянно хочет на руки. И это абсолютно нормально для годовалого ребенка. Вот мамочка пишет, что ему уже годик, но недостаточно маминой любви еще в этом возрасте. Психологи отмечают, что детки просятся на руки меньше уже с 1,5 годика, чуть-чуть меньше. И по убыванию, да, уже все меньше и меньше, к 4-5 годам. Но, тем не менее, вот нужно брать на ручки. Конечно, не всегда. Я вам дам правила, когда можно не брать и как. Самое главное, да, чтобы это было безопасно и малыш рос здоровым. Хочу вас ободрить, что так не будет всегда. Дети не будут просить к нам на руки всю жизнь. Немножко потерпите. Это пройдет, поверьте. Особенно, когда они начнут изучать мир и разговаривать. Наши руки им уже будут не нужны. И поверьте, когда нам уже захочется их тепла и любви, они уже не будут идти, да, мама, отстань там или еще что-нибудь. Вот, поэтому потерпите немножечко. Первое, что хочу отметить в этом вопросе, это то, что в международном классификаторе болезней не существует понятия «ручной ребенок». Нет такой болезни. И ни один психолог не может поставить такой диагноз. Это придумано в народе от незнания. Когда наши мамочки вынуждены были вручную стирать, не было еще машин стиральных, не было роботов-пылесосов и тех условий, в которых мы живем с вами, мама вынуждена была меньше обращать внимание на детей. Оттуда пошло это название «ручной ребенок». Поэтому, если вы думаете, что ваш ребенок ручной, это не так. Он абсолютно нормальный ребенок. Он просто хочет маминой любви. Почему детки просятся на ручки? Потому что, когда мы берем их на руки, любое телесное прикосновение – это подтверждение маминой любви. И вот ребенок ищет этой любви. И я вам хочу сказать, самое важное – додать эту любовь в детстве. Потому что если ребенку недостаточно было вот этих вот маминых объятий и любви дано в детстве, он будет потом искать это во взрослой жизни, в любовных отношениях, в противоположном поле. И, к сожалению, это не всегда заканчивается хорошо. Есть следующие способы, как реагировать, когда ребенок плачет и хочет на руки, а вам, допустим, элементарно нужно скупаться. Да? Первое, что я вам хочу сказать, чтобы не развивалось дихотомическое мышление. Что это такое? Когда идет угождение на любой запрос ребенка, то есть вы сразу же, как при первом же писке, идете, берете его на руки. Это тоже неправильно, потому что развивается именно дихотомия, когда ребенок вырастает и думает, что все ему должны. По первому его «хочу», по первому его зову, он получает все, что ему захочется. Тогда развивается такой вот эгоистичный немножко ребенок, ну и это называется в психологии дихотомия. И, конечно, дихотомия поддается психокоррекции, но лучше до этого не доводить. Каким образом? Когда ребенок хочет на руки, вы ему первое, что делаете, это говорите следующие словесные клише. Дорогой сыночек или доченька, я тебя очень люблю. Мама очень хочет тебя взять на ручки, но, к сожалению, не может сейчас. Если ребенку 2 и больше, да, но если это годовалый, и он не понимает еще длинные предложения, то научите, вот извините за сравнение, как собаку Павлова, буквально 2-3 слова, клише словесные, шаблоны, которые ребенок каждый раз будет слышать, когда вы не можете взять его на руки. Например, мама пошла в туалет, 3 слова каких-то, да, 2-3 слова для годовалых детишек, для грудничков. Или мама готовит кушать, мама придет через минуту. И действительно, чтобы вы пришли как можно скорее, потому что если мама сейчас придет, вот такую фразу говорит, да, а потом вы приходите через 10-15 минут, а он весь орет, весь в слезах, то, конечно, у него на эти слова уже будут истерики. И до этого доводить не нужно. Если вы уже сказали, что через минуту, придите, пожалуйста, поскорее, чтобы у ребенка сложился такой рефлекс, когда мама говорит эту фразу, она сейчас придет. И обязательно добавляйте: «Мама тебя любит».
Мама тебя любит. Если это 2 годика ребенку, он просится на руки, мама тебя любит, ты маме нужен, мама хочет тебя взять на ручки, но мама сейчас не может. Мама хочет, например, кушать, приготовить или заняться тем, что нужно, или ответить на звонок. Если просто так отвергнуть ребенка, оттолкнуть, да, вот что вы почувствуете, если я сейчас вас возьму и толкну. Комплекс отвержения, неприятное ощущение, правда, точно так же и то же самое чувствуют дети. Поэтому, чтобы не было комплексов отвержений или даже, не дай бог, алекситимия. Алекситимия – это когда ребенок вырастает бесчувственным, когда его постоянно отвергали, на любой его плач мама не реагировала. Дети отказываются от своих чувств и не реагируют на боль. Можно даже их ущипнуть очень сильно, и они не будут чувствовать. Настолько развилась алекситимия, можете представить себе. Вот, поэтому что я хочу посоветовать? Чтобы не было ни алекситимии, ни дихотомии, первое, что нужно, это вот приучить ребенка к словесным клише. Если это 8 месяцев, 6 месяцев ребенка, 2-3 слова клише, да, мама в туалете, мама на кухне. И буквально старайтесь поскорее вернуться, чтобы вот эта фраза вызвала у него позитивный условный рефлекс. И если это постарше, чем годовалый ребеночек, можно давать ему игрушку, которая займет его хотя бы на 5 минут. Я хочу сказать, для годовалых детишек 5 минут это даже очень много, когда он может без мамы провести. Но тем не менее, вот так и происходит сепарация, так и развивается эмоциональная зрелость у детишек, эмоциональная независимость. Поэтому мой совет, когда вы не можете, вы это объясняете ребеночку. Если это маленькими фразами с помощью 2-3 слов. Если это постарше, чем 1,5 годика, то уже можно и 4-5 слов в предложении. Мама тебя любит, и мама будет стараться тебя брать на руки, когда может. То есть объяснить ребенку, что ты хороший, ты ни в чем не виноват. Дети часто чувствуют свою вину. Я, наверное, много плакала или что-то сделала, что-то не так. Я, наверное, плохой, поэтому меня не берут на руки. Чтобы не вырасти people-плизеров, там, человека-угодников, нужно объяснять ребеночку: нет, ты хороший, мама хочет тебя взять, я тебя люблю, но не могу, к сожалению. Вот возьми игрушечку, игрушечка очень хочет с тобой поиграть. Вот этот метод оживления игрушечек, да, он очень помогает многим деткам, особенно с мала. Приучайте к этому методу оживления, они не будут чувствовать себя одинокими. И можете говорить за эту игрушечку каким-то голосом. Смотри, игрушечка говорит: да, я с тобой очень хочу поиграть, нажми вот здесь мою кнопочку, там, допустим, да. И таким образом на то время, когда вам нужно отлучиться, ребеночек не чувствует себя одиноким. И третий совет, который я хочу дать, это старайтесь, если вам действительно тяжело, если у вас есть позвоночная грыжа особенно, да, болит очень спина, проверьте, пожалуйста, у врача, то берите ребенка сидя, а не стоя. Я приучила свою дочь, вот ей 4 года, и она иногда просится до сих пор на руки, не так часто уже, как раньше, но бывает у нее. И она уже привыкла, что, ага, ты хочешь на ручки? Пошли сядем. Я сажусь, и она садится мне на колени. У меня спина не надрывается, и в то же время ребенок получил вот ту любовь, которую хотел. Дети, которые выросли в любви, которые получили подтверждение маминой любви в телесном прикосновении, вырастают более уверенными в себе. Это доказанный факт. И у них меньше истерик. Пожалуйста, возьмите это на вооружение. Ну и еще раз хочу вас ободрить. Я сама это прошла. И действительно, я даже не могла в туалет отойти от своей дочери, потому что не было помощников. Я сама с пеленочек, с грудничкового периода воспитывала дочь сама. Поэтому я вас очень понимаю, дорогие мои. Так не будет всегда. Потерпите немножечко. И вы увидите плоды вашей любви совсем скоро. Моя дочь уже приносит мне воду, когда я прилегла, когда устала. Мамочка, давайте я принесу воды. Они потом отдают ту любовь, которую вы в них вложили. Поэтому потерпите чуть-чуть. У вас все получится. Применяйте те советы, которые я вам дала в этом видео. И если еще какие-то вопросы у вас возникли, я с удовольствием на них отвечу. Пишите в комментариях под этим видео все, что вы хотите спросить. Я постараюсь ответить на все вопросы. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас в Инстаграм. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, там я отвечаю на другие вопросы моих подписчиков. Возможно, вы там тоже найдете ответы для своих ситуаций. Спасибо большое и до встречи в следующем видео. Пока-пока.